Здравствуйте, это БИТ новости видеоверсия. Смотрите в нашем первом выпуске. Спор разработчиков грозит расколоть биткоин-сообщество. Российский фильм о криптовалютах покажут по всему миру. Курс биткоина обновил годовой максимум. Вернет ли он свои позиции трехлетней давности? А сейчас об этом и других новостях подробнее. Начало ноября этого года ознаменовалось стремительным ростом курса биткоина по отношению к доллару и прочим мировым валютам. Еще 1 ноября один биткоин стоил $305, а 5 уже 400. На некоторых биржах цена поднималась еще выше, до $500. Оптимисты сразу вспомнили события двухлетней давности, когда также в ноябре за несколько недель биткоин вырос до $1300. Пессимисты говорили о спекуляции и ожидали такого же стремительного падения. Но не случилось ни того, ни другого. Откатившись немного назад, курс скорректировался на достаточно высоких показателях – $350–360 за один биткоин. Что же послужило причиной достаточно резкого подорожания криптовалюты? Большинство аналитиков связывают его с очередным ужесточением финансового законодательства в Китае. В ответ на это прекрасно знакомые с высокими технологиями китайцы стали активнее вкладывать деньги в биткоин, выглядящий более привлекательно на фоне национальной валюты. Сыграло свою роль в росте популярности биткоина и решение Европейского суда, освободившее операции по покупке и продаже биткоина от подоходного налога, фактически признавая его валютой. На ноябрьском росте курса успел сделать себе рекламу известный финансовый махинатор Сергей Мавроди. По его словам, именно рост популярности очередной финансовой пирамиды, которую он строит в данный момент в Китае и Индии, и в которой используется биткоин, и послужил причиной взлета курса. Эту новость с восторгом подхватили российские телеканалы и газеты. Правда, когда журналист еженедельника «Коммерсант» копнул чуть глубже, проведя собственное расследование, он выяснил следующее. Зарегистрироваться на сайте китайской МММ ему не удалось. Сервис оказался неработоспособным. Оказалось также, что Мавроди и его пирамиду знают очень мало, и до общенационального ажиотажа ей далеко. Сейчас биткоин уверенно держит взятые позиции. Более того, технический анализ биржевого курса говорит о дальнейшем потенциале его роста. Документальный фильм, снятый в России, принимает участие в международном фестивале «Битфильм». Фильм «Криптовалюты. Золото цифрового века», рассказывая зрителям историю человека, увлекшегося майнингом криптовалют, попутно объясняет, что такое биткоин, откуда он взялся и зачем нужен людям. Работа над фильмом шла 2 года и завершилась только благодаря пожертвованиям российского биткоин-сообщества. Премьера состоялась в ноябре 2015 года на портале БИТ Новости. Сейчас фильм принимает участие в ежегодном международном фестивале «Битфильм». На фестивале представлены также 7 работ кинематографистов разных стран. Открытые показы фильмов пройдут в 12 городах Европы, Азии и Америки. Интересна система определения победителя. Зрителям предлагается проголосовать за фильм, отправив платеж в биткоинах на определенный счет. Победителем станет тот, кто набрал наибольшую сумму. Вы также можете поддержать фильм «Криптовалюты. Золото цифрового века», как, впрочем, и любой другой фильм на фестивале, который вам понравится. Еврочиновники хотят ограничить обращение биткоин в связи с терактами в Париже. Агентство Reuters распространило такую информацию накануне встречи глав МВД стран Евросоюза, которая состоялась 20 ноября. По информации агентства, на этой встрече планировалось рассмотреть вопрос усиления контроля над небанковскими платежными системами, например, электронными или анонимными платежами посредством использования криптовалют, золота и других драгоценных металлов. По мнению европейских полицейских, криптовалюты потенциально, хотелось бы особенно выделить это слово, потенциально могут быть использованы для финансирования терроризма. Буквально накануне этого сообщения анонимные хакеры из группы Ghost Security Group сообщили о том, что нашли анонимный же биткоин-кошелек, на котором хранятся средства ИГИЛ, террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. По их оценкам, там хранится криптовалюты приблизительно на $3 миллиона. Учитывая обороты этой террористической группировки, это значительно меньше 1% от их средств. По-видимому, это пожертвования, которые отправляют ИГИЛ его сторонники по всему миру. Основные финансовые потоки террористов по-прежнему завязаны на традиционные валюты. Речь идет о вполне себе легальных банковских счетах, которые те же еврочиновники от чего-то не спешат замораживать. Между тем, встреча министров внутренних дел Евросоюза уже состоялась, но никаких запретительных мер после нее не последовало. Видимо, желанию полицейских все контролировать так и не дали ход.
Среди разработчиков технологий биткоин произошел раскол. Камнем преткновения стало ограничение размера блока, заложенное в биткоин еще самим Сатоши Накамото. Каждые 10 минут система может передавать не больше 1 мегабайта информации. Такое ограничение было оправдано, когда в сети находилось мало пользователей. Но теперь с ростом числа транзакций оно грозит заторами с их осуществлением, что может сделать использование биткоина неудобным или вообще невозможным. Мнения о том, как этого избежать, у разработчиков разделились. Двое из них, Гэвин Андерсон и Майк Херн, предложили увеличить размер блока до 8 мегабайт и автоматически удваивать его каждые 2 года. Свою технологию они назвали Bitcoin XT. По их задумке, клиент Bitcoin XT должен был работать параллельно с традиционным биткоином, пока не привлечет на свою сторону 75% пользователей. Планировалось, что это случится 1 января 2016 года. В этот момент размер блока в Bitcoin XT должен увеличиться до 8 мегабайт, а сама криптовалюта станет несовместимой со старым биткоином. Критики опасались, что задуманный раздел ведет несведущих в технологиях владельцев биткоина в заблуждение и панику и подорвет доверие к криптовалюте. Но, похоже, угроза прошла стороной. Во-первых, хотя до намеченной даты осталось меньше месяца, Bitcoin XT не набрал даже 1% пользователей. А во-вторых, сами бунтари-разработчики, очевидно, теряют к нему интерес. Майк Херн недавно перешел в блокчейн-консорциум R3 и теперь говорит, что не может уделять Bitcoin XT много внимания, так как занят на новой работе. Я буду делать релизы для поддержки XT, а также время от времени применять патчи, до тех пор, пока людям это будет нужно. Еще один отец альтернативного биткоина Гэвин Андерсон отказался подхватить падающее знамя. Я могу принять лидерство в XT, но не хочу этого. Я отошел от позиции главы разработки Core, так как устал от необходимости постоянного принятия решений, что необходимо в активном проекте Open Source. Я хочу тратить свое время для размышления на более важные темы, например, каковы преимущества и риски увеличенного максимального размера блока. Лишившись лидеров, технология XT фактически обречена. Однако сторонникам традиционного биткоина рано праздновать победу. Ведь проблема ограничения размеров блока никуда не делась, и теперь настала их очередь предложить решение. Политики разных стран достаточно часто высказываются в поддержку биткоина. Это популярная тема, которая может послужить им дополнительной рекламой. Но обычно это люди, находящиеся в оппозиции или не занимающие ключевых постов и не имеющие возможность всерьез влиять на политику государств. Но сейчас мы имеем уникальный прецедент. Впервые лидером страны стал человек, которого можно смело назвать биткоин-энтузиастом. Маурисио Макри одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Лидер аргентинской оппозиции, мэр Буэнос-Айреса, известен как один из главных спонсоров проходившего в стране биткоин-форума и последовательный сторонник биткоина. Одна из главных проблем, стоящих перед Аргентиной – высокий уровень инфляции. Сумеет ли Макри использовать биткоин для ее обуздания и к каким результатам это приведет? Возможно, на наших глазах развернется один из интереснейших финансовых экспериментов с использованием криптовалюты. А я с вами прощаюсь. До следующих выпусков.